Топ-5 летних блюд и напитков. Лучшие вегетарианские рецепты для жаркого лета. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Друзья, сегодня я вам расскажу о тех блюдах и напитках, которые больше всего люблю готовить летом в жару. В такие дни хочется чего-то легкого и освежающего. В летнюю жару не хочется каких-то обстоятельных блюд, а вот простые кушанья заходят отлично. Представляю вам топ-5 рецептов вкусных вегетарианских летних блюд. В описании даны ссылки на каждое блюдо и напиток. Можно перейти и посмотреть подробный видеорецепт. Друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Мы стараемся для вас и вашего здоровья. Наш топ мы начнем с летних супов. Они порадуют вас своим вкусом и прекрасно утолят голод. Окрошка с домашним квасом. Итак, первое блюдо, без которого я вообще не представляю лето, это окрошка. На нашем канале представлен традиционный вариант этого овощного блюда со свежими огурцами, редисом, зеленью и отварным картофелем. Но также я часто предпочитаю готовить его без картошки. В таком случае окрошка готовится крайне быстро и исключается необходимость включать лишний раз плиту. У нас этим летом достаточно жарко, и в такие дни даже при всей моей любви к кулинарии я стараюсь избегать жарки, варки и прочей термообработки. А крошку я всегда готовлю с квасом, причем с домашним солодовым квасом. Но на свой вкус вы можете добавить и другой, к примеру, белый ржаной квас. Холодный суп гаспачо. Второй участник нашего списка лучших летних вегетарианских рецептов – это холодный суп гаспачо. Это блюдо готовится из свежих томатов, болгарского перца, зелени, пряностей и домашнего хлеба. Гаспачо не требует никакой термообработки. Готовится очень быстро. Нужен только блендер. Для того, чтобы это блюдо было по-настоящему летним, гаспачо после приготовления охлаждают и дают ему настояться несколько часов, чтобы вкус максимально раскрылся. И тогда гаспачо получается пряным, насыщенным, с очень аппетитным ароматом. На нашем канале мы поделились вариантом блюда с наилучшим сочетанием ингредиентов, которое легко и просто усваивается организмом. Кстати, эти летние супы отлично сочетаются с домашним ржаным бездрожжевым хлебом на закваске. Ссылку на рецепт его приготовления также смотрите в описании. Лето – пора свежих овощных салатов. На нашем канале представлены рецепты самых разнообразных салатов. Выбор очень большой. Но сегодня я предлагаю вам приготовить салат, который совершенно незаслуженно обходится стороной из-за необычности его состава. Летний кабачковый салат. Третье блюдо нашего топа, которое я вам рекомендую – свежий салат из кабачков, огурцов и щавеля. После того, как мы выложили видео с ним, нам много раз писали зрители и благодарили за новый взгляд на привычные всем кабачки. Раньше все их жарили, тушили, запекали, а оказалось, что сырые кабачки – это тоже вкусный, сочный, а главное – очень полезный продукт. Кабачковый салат содержит много растительной клетчатки, которая позволяет бережно очищать кишечник. А это главное условие для развития качественной микрофлоры и укрепления иммунитета. Если у вас не получится найти щавель, то его можно заменить шпинатом и добавить в салат небольшое количество сока лимона или лайма. Переходим к напиткам. В летнюю жару организм не только усиленно потребляет жидкость, но и более активно усваивает вещества, которые в ней содержатся. Поэтому я хочу предложить вам напитки, которые не только утолят жажду и поднимут общий тонус тела, но и принесут ему большую пользу. Белый ржаной квас на закваске. Четвертый рецепт нашего летнего списка – белый домашний бездрожжевой квас на натуральной закваске, то есть без вредных магазинных дрожжей. Белый квас – это классический напиток, который не только отлично утоляет жажду, но и повышает иммунитет, благодаря содержанию в нем молочно-кислых бактерий. Бифидо- и лактобактерии являются основой нашего иммунитета. Именно они помогают нашему организму справляться с вирусами, бактериями и прочей напастью. На данную тему мы записывали ранее большую лекцию, в которой подробно разбирали этот вопрос.
Очень советую ознакомиться. Ссылка в описании. Белый ржаной квас является классическим рецептом кваса, но вариаций этого домашнего целебного напитка существует довольно много, и все они обладают разными вкусовыми и питательными свойствами. Квасу мы уделяем особое внимание и сняли для вас уже немало рецептов его приготовления. Ссылку на плейлист по квасу смотрите в описании. Лето, жара и охлажденный квас – это нечто. Безалкогольный клубничный мохито. Наш летний список замыкает напиток, которым можно наслаждаться бесконечно. Безалкогольный клубничный мохито. Газированный напиток с лаймом, свежей клубникой и мятой прекрасно освежает в летнюю жару. Его компоненты хорошо сочетаются по вкусу и свойствам. Мохито тонизирует, снимает усталость и способствует мягкому очищению организма. Сплошная польза. Этот рецепт мохито можно рассматривать как схему приготовления данного напитка. Клубнику можно заменить совершенно любыми ягодами. Земляникой, вишней, малиной, черникой, брусникой, сливой, черной рябиной и другими. Главное, сохраняйте пропорции. Единственный нюанс, если будете брать кислые ягоды, типа смородины, крыжовника или облепихи, лайм из рецепта можно убрать, кислинки и так будет достаточно. Вот наш топ-5 вегетарианских рецептов летних блюд и напитков. Они помогут вам не только комфортно чувствовать себя в жаркие дни, но и снабдят ваш организм необходимыми питательными веществами. Вкусно едим и оздоравливаемся. Друзья, поделитесь в комментариях, а какие блюда и напитки обычно вы готовите в знойные летние дни. Нам всегда приятно видеть вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки видео. Помогайте нам в продвижении информации о правильном питании и здоровье. До новой встречи и доброго вам здравия!